Рассмотрим теорию о том, что в природе существует только три вида женщин, а именно девушки-дочки, девушки-сестры и девушки-матери. С мужчинами тоже похожая ситуация, и она следующая. Мужчины-сыновья, мужчины-братья и мужчины-отцы. И все эти три вида гармонично сосуществуют друг с другом строго попарно. Мужчины-отцы всегда ищут девушек-дочек. Это так называемые гламурные дамочки, которые не способны ни денег заработать самостоятельно, ни ужин приготовить. Мужчинам-отцам хочется чувствовать себя покровителями, защитниками, иногда даже хозяевами. Им приносит удовольствие понимать зависимость женщины от себя и свою значимость в связи с этим для самой девушки такого типа или вообще в принципе. Мужчинам-братьям нужны девушки-сестры, с которыми и в горы, и в снег в палатках, на сноуборде и с парашютом, с которыми копать дачу, строить бизнес, делить домашние дела пополам и с пивком или свежевыжатым соком смотреть футбол или любимый сериал вдвоем. Им нравится чувствовать плечо, равенство вклада в семью и единомыслие во всем. Мужчинам-сыновьям нужны женщины-мамы, потому что их собственные мамы не вечны, начальники злые и кусаются. По телевизору и в интернете так много всего интересного, а сами они ничего не умеют от выбора стрижки до разогреть суп из холодильника. Им, естественно, нужна ответственная личность, которая возьмет это все на себя. А тип девушка-мама будет только счастлива тем, что нужна, что никуда он от нее не денется, что без нее он погибнет, и свято убеждена в том, что просить мужчину что-то приготовить – это порча продуктов. Или, например, отправить его в магазин за свининой и капустой, значит получить на выходе упаковку копченого шпика и пакет замороженной брокколи. Полы и посуду за ним все равно придется перемывать. И вообще мужчин мало, а значит их беречь надо. Идиллия, правда. Все они счастливы вроде бы. Но что же происходит на самом деле? Почти все из трех типов мужчин пытаются искать женщин-дочек. Главная функция женщины-дочки – это выглядеть привлекательно и уметь привлекать, потому что такой принцип работает отлично. Дальше она начинает из предложенных мужчин выбирать того, кто нужен ей. И в этом деле она из всех трех самая хитроумная, никогда не прогадает. Типаж мужчина-сын она в лучшем случае не заметит, а в худшем – с брезгливым видом попросит отойти и дышать в другую сторону. Мужчина-сын при таком положении вещей, испытывая острую боль, разразится визгом на весь интернет или ближайшее окружение о том, какие все женщины корыстные и не умеющие ценить душевные качества. Типажи мужчины-братья бывают достаточно упрямы и способны иногда завоевать сердце типажа девушки-дочки. Но тут у таких мужчин начинаются проблемы. Домашняя работа на нем, заработки на нем, поговорить ни о чем. Отдыхать они хотят в разных местах, развлекаться с разными людьми. Она бесит его друзей, он не впечатляет ее подруг. Итог немного предсказуем. Развод, драка за имущество и детей. Он кричит: «Все женщины корыстные, буду холостяком». Она же считает отсуженные куски не своего имущества и уже прицеливается на нового очередного кандидата. Женщина-сестра выглядит совсем не так, как типаж женщина-дочка. Она, скорее всего, одета в джинсы, у нее удобная обувь и сумка. Волосы в хвосте или косе, макияж умеренный или отсутствует. А еще у нее горят глаза. Она умеет шутить, с ней можно говорить часами. Обо всем на свете, и часто у нее отличная фигура. Чтобы такую завоевать, надо ее впечатлить, чтобы она мужчину зауважала. Такому типу, как мужчина-отец, есть чем ее впечатлить, но до семьи обычно не доходит. Легкая на подъем девушка-сестра лихо хлопнет дверью в ответ на первое же замечание, такое как «никуда не пойдешь» и всяческую попытку доминировать. Типажу мужчина-сын тоже иногда везет попасть в круг ее интересов, например, если она геймерша или ролевик, а может быть получает удовольствие от стихотворений в свою честь. Ее даже можно заманить в семью с таким типом мужчины. Она толерантна, оптимистична, считает, что его мать все делает неправильно и верит, что нужно его от такой матери забрать, так как она установит новые лучшие порядки. Разваливаются такие отношения года через 2, когда упорная женщина-сестра устанет, наконец, тщетно просить мужа встать с дивана и помочь по хозяйству.
Когда ей надоест заставлять его сменить работу на более высокооплачиваемую. Или хотя бы найти любую работу. Когда она отчается вытащить его на природу или вообще оторвать от монитора или телевизора. Она подаст на развод, а мужчина-сынок останется хлопать глазами в непонятном для него вопросе. Что произошло? Все же было так замечательно. Типаж женщин-матерей сразу не замечают. Внешне они незаметны, интересы у них чисто женские, такие как, например, готовить, шить, вязать, разводить цветники, лелеять котов. Да и вообще, они из тех, кто твердит, что красота в женщине не главное. Из машины на тротуарах она не видна, в состоятельном обществе не бывает. Даже если мужчина-отец с ней где-то и пересекается, то заинтересовать она его не может. Потому что партнерам по бизнесу на фуршете с гордостью ее не предъявить, денег она на себя тратить не умеет, пытается перехватить флаг заботы и доводит сообщениями на затянувшихся переговорах до белого коленя. Если типаж мужчина-отец свяжет себя брачными узами с такой женщиной, то он, скорее всего, заведет любовницу, которая начнет драть с него 4 финансовые шкуры, почувствует себя Гераклом и супругу свою сошлет в развод. Голую, босую и детей отберет, если ему нужны. Типажу мужчине-брату с типом женщина-мать скучно. Новинки автопрома не обсудить, футбол не посмотреть, его друзья дома ее нервируют. Когда он уходит в горы один, она чуть ли не кастрюлю борща с собой ему упаковывает, надевает ему трусы с начесом, шарф, перчатки. В общем, как говорится, если мужики узнают, засмеют. Такая женщина слезами и причитаниями мешает ему рисковать своим здоровьем и тратить деньги на хобби. Домогается срочного возврата домой к семье и гневается, если важнее рыбалка, а не время с семьей, на субботу и воскресенье. Мужчина-брат быстро замечает, что она перестала следить за собой. У нее испортилась фигура, кожа и волосы, что у них ничего общего. Он мечтает о новой машине, а она о 3-м ребенке. И эти два понятия несовместимы с его зарплатой. В итоге он уходит, платит алименты и избегает встречаться с ней взглядом, так как в глубине души ему все же стыдно. А она ненавидит его неблагодарного всей душой за то, что оставил детей и семью, а жизнь ее погубил. Знакомые ситуации, и ведь многим из вас, друзья, наскучили именно они, то есть не ваши пары. Именно из-за этого вы пишете и стонете о том, что все женщины корыстные либо страшные, а мужики слабаки либо козлы. А все просто потому, что искать надо партнера по потребностям, разобраться в себе, в том, что делает вас счастливыми, и отвести взгляд от такого симпатичного, но никак не годящегося вам в пару человека, чтобы не кричать на девушку-дочку, когда она не оказалась для вас девушкой-матерью, а на мужчину-сына за то, что он вам в братья не годится. Вы же в магазине не злитесь на каждую пару обуви не вашего размера и неподходящего фасона. Не бросайтесь с критикой в сторону ненужной вам колбасы. Какого, дескать, черта она не из капусты и вообще смеет существовать в продаже? Оставьте друг друга в покое. Не пытайтесь применить людей не по назначению. Ведь пока вы гнете свою линию и пытаетесь переделать свою непару под себя, где-то его и ваша пара страдает от одиночества и несовпадения с кем-то еще.